Я не верю, что я снимаю этот обзор. Хай Барби, хай Кен. Рада приветствовать на канале Бульбина Долл. С вами традиционно Альбина. И сегодня обзор, который я думала я не запишу никогда в своей жизни. У меня тут на заднем фоне сборная солянка из некоторых моих кукол. Здесь и Барби, и Monster High. И, в общем-то, впервые в жизни, помимо Барби, Monster High, которых у меня всего две, Shadow High есть еще одна, но она не здесь. Видите, кто у меня появился? Я не верю, что это происходит на самом деле. В общем-то, да, первая в жизни Integrity Toys. Маленькая предыстория. Ну, кто такие Integrity Toys, я думаю, вы наверняка знаете все. Это куклы такого люкс, считается, сегмента. Они дорогие, крутые, качественные и очень красивые. Раньше меня как-то Integrity Toys не привлекали. Ну, во-первых, куда нам, холопам? Мне нравилось и нравится смотреть на девчонок IT у других людей. IT — это Integrity Toys. Но как-то себе никогда не хотела. Да, красивые, да, офигенные аутфиты, да, необычно, ну, для меня, потому что я по Барби. Но как-то себе, ну, не знаю, они как фигурки коллекционные. Поставил на полку, любуешься и страшно прикасаться. Но в 23-м году выходит серия кукол Integrity Toys в коллаборации с Cold Carbon. Это серия охотников на вампиров. И тогда я потерялась. Они все прекрасные, вот, все куклы этой серии. Но меня просто покорил с первого взгляда, застрелил своим револьвером в самое сердечко Беллами. Беллами Блю его зовут, или Блу. Я захотела его себе, как только увидела в первый раз первые его промо-фото. Но как захотела? Это была какая-то мечта за гранью фантастики. Я уже выкладывала у себя в Инстаграме сторис о том, как он мне приехал немножечко. Сейчас расскажу подробнее. Это была мечта за гранью фантастики. Ну, такая влажная и непостижимая. Это дорого. Его нигде не найти. Ну, как нигде? Он вообще был выпущен для участников клуба Integrity Toys. И у них там своя система, в которой я не разбираюсь. Он был разыгран в лотерее. Разыгрывается право на его покупку. У них часто такие фишки происходят. Ну, и, в общем-то, я как-то просто за этим всем наблюдала, не понимая, как это происходит. Не собиралась ни в каких лотереях участвовать. Тем более дорого, непонятно. Ну и думаю, типа, ладно, классная кукла, что-то такое недостижимое для меня. Но когда он начал появляться у других коллекционеров, я увидела живые его фотографии, я просто понимала, что я схожу с ума. В общем, я сильнее влюблялась в эту куклу. У меня даже в голове разные уже истории писались, как бы я его фотографировала и обыгрывала его жизнь в своем кукольном мире. Но понимала, что мне это как бы дорого. В общем-то, время шло, это так и оставалось безумной мечтой. Вот я не знаю, у вас есть какая-то кукольная хотелка, которая просто именно мечта? Вот у меня это был Беллами. И честно, как я сказала, я не верю, что я записываю этот обзор. Мне до сих пор не верится, что это он у меня тут стоит, что это не монтаж, не фотошоп. Спустя какое-то время я начала немножечко подкапливать на него. Ну, вы знаете, как у нас, у коллекционеров, это все получается. То там куклу купишь, то там куклу купишь, и куда-то твое подкопленное все уходит. Ну, и он мне вообще-то свалился на голову. Это был спонтанный доход, очень неожиданный. Не буду вдаваться в подробности, все законно. И я начала участвовать в аукционах. На него аукционы — это редкое явление уже потом, ну, это вторичка. Сначала были все копии проданы на лотерее, я так понимаю, и дальше уже только у перекупов, у других выкупать. В общем-то, это было 5 проигранных аукционов, бессонные ночи на eBay, расстройство, разочарование. Однажды я просто делаю ставку в очередном аукционе, причем с самой низкой ценой, которую я на него видела, и я его выигрываю. Это все произошло так внезапно. Вот у меня появляется материальная возможность. Вот тут аукцион, хотя они появляются крайне редко. Вообще, ну, реально его трудно уже достать. Не знаю, как было пару лет назад, но когда я уже занялась этим вопросом, это было почти нереально. Ну и, в общем-то, он у меня. Вообще, как я решилась на эту покупку? У меня 25 января день рождения. Это подарок мне на 30-летие. От судьбы, по-моему. Огромнейшая кукольная мечта, самая большая хотелка и
Я уже рассказывала в Инстаграме, что я раньше думала, что я 30-летие, до начала полномасштабной войны, отмечу с размахом в Киеве, наверное. У меня там половина друзей. Большой компанией, пир на весь мир. Но в связи с войной это все невозможно. И вот судьба подкинула мне исполнение моей большой мечты именно под день рождения. Не получилось отметить с размахом на нашем Донбассе военном. Так хоть буду счастлива в обнимку с куклой. Давайте его распаковывать, мне не терпится. Я никогда в руках Integrity Toys не держала распакованной. Я видела только в коробках заказы, которые вам привозила. У меня IT не было никогда. В общем, вот его коробка. Не знаю, кому привычно IT, наверное, у них нет такого впечатления, но у меня уже с коробки какое-то, тяжелый люкс прям. Веет тяжелым люксом. Это красиво. Белая коробка с картоночкой, я не знаю, как это правильно называется. Надпись Integrity Toys, Cold Carbon, коллаборация их. На черном фоне черепки, бабочки, которых я ненавижу и очень сильно боюсь. У меня фобия бабочек, но нарисованные меня не пугают. Розы, цветы какие-то другие. В общем, безумно красиво. Сзади указано, что, опять же, Integrity Toys, 23-й год, сделано в Китае. Все персонажи принадлежат Integrity Toys. Ля-ля тополя, коллаборация с Cold Carbon. Fashion Doll 1:6 формата, аутфит, аксессуары. Да, я, кстати, охотилась за ним нюд хотя бы, но он в полной комплектации НРФБ. Честно, я до сих пор не верю, что я держу его в руках. Я не знаю, о чем мне теперь мечтать дальше, потому что это была просто огромнейшая мечта. В общем, давайте его распаковывать. Снимаем сначала карбоночку, колд-карбоночку снимаем. Картоночку мы снимаем. И видим этот прекрасный белый гробик. Здесь такая золотистая вставочка с надписью «Подлинный Integrity Toys». Вверху указано, что это Limited Edition, то есть лимитированное издание. Fashion Doll формата 1:6. Сзади сайт Integrity Toys, ля-ля тополя. И, в общем-то, я, конечно, уже заглядывала вовнутрь коробочки, потому что мне нужно было убедиться, что мне не кирпич прислали за его стоимость. Но сегодня мы его именно освободим. Я не могу поверить. Давайте рассмотрим сначала, что мы видим здесь, только открыв коробку. Во-первых, красавчик, рыжий, длинноволосый мужчина. Тут в коробочке его аксессуары все, мы их все рассмотрим. Здесь одежда, шляпа и кимоно. Мы тоже это все посмотрим. Я этого еще не щупала, не трогала и просто схожу с ума. Вы его пока рассмотрите немножко поближе, а я хочу рассказать, чем меня вообще покорила именно эта серия. Кстати, конкретно эта кукла называется Bellamy Blue After Dark, то есть после наступления темноты. И чем меня заинтересовала вся эта линейка? Тем, что это охотники на вампиров. Дракулаура, не бойся. И от них идет такой вайб готики. Какого-то бренда Killstar, который я обожаю, я вся в нем. Я, кстати, та еще альтушка, кто не знал. В общем, они выполнены в духе каких-то фильмов, я не знаю, Дракула Брэма Стокера, Ван Хельсинг, Королева проклятых. Мне все это напоминает, я такое обожаю. И какой-то неформальный стиль, это просто мое. Я влюблена во всю эту коллекцию, но именно Bellamy почему-то покорил мое сердечко, потому что он красивый, рыжий, длинноволосый мужик. Длинноволосые мужики самые лучшие в мире. У меня фетишизм на волосы. Все, ок. В общем, что меня удивляет сразу же, это, конечно, его упаковка. Сеточка на лице, на волосах, чтобы прическа сохранялась в своем первозданном виде. Руки упакованы в пакетики. Весь он вообще красиво упакован ленточками, закреплен к коробке. Аксессуары в отдельной коробочке. Красиво и тоже
всей, как и картонка была на коробке, с таким же рисунком. В общем, не знаю, как вам, а для меня он просто красавчик. Мощная челюха, лицо точенное из камня, серьга в носу, я, кстати, тоже иногда ношу, колечко. Он просто офигенный, черная рубашка, джинсы, да, я не знаю. Пишите, как вам он. Ну, в общем, вот такая-то красота. Цвета, кстати, боже, этот бордовый цвет на белом фоне, я не знаю, это все так круто смотрится. Короче, давайте не будем тянуть, я хочу его уже освободить из коробки, все это рассмотреть. Первое в жизни Integrity Toys. Исполнение самой большой кукольной хотелки. Я, по-моему, во сне. Ущипните меня, пожалуйста. Боже, посмотрите, какой красивый, мрачный трупик здесь лежит. Он вообще сам похож на вампира, но он охотник на вампиров. В общем-то, я не знаю, как распаковываются Integrity. В общем, эта часть коробки вынимается, и здесь мы видим что-то крайне интересное, что мы сейчас и будем рассматривать. Я буду тянуть резину. Так. Мы видим упакованный в клееночку сертификат подлинности. Указано Integrity Toys, коллаборация с Cold Carbon. Написано, что это сертификат подлинности, который говорит о том, что коллекционная кукла была создана Cold Carbon в коллаборации с Integrity Toys. Ultra Limited Edition. Боже, я сейчас его распаковываю и просто понимаю, что сейчас чикаю его цену в 3 раза, наверное, потому что кукла распакованная сразу опускается в цене. Но я его покупала не для того, чтобы потом перепродавать, а для своего сердечка счастья. Поэтому вместе с вами сегодня удешевляем куклу в 3 раза. Сертификат из качественной бумаги, такой даже это картоночка, не то, что там у каких-нибудь луксов Барби, просто бумажка. Ну и все аккуратненько, в клееночке. Уже чувствуется разница. Здесь какая-то карточка с изображением Беллами в шляпе, курит он сигарету. И указано After Dark Bellamy Blue, название его и имя. А сзади его история. Здесь много букв, здесь маленькая история о том, как он с Джордан, это девчонка из этой же серии, отправились убивать какого-то старого вампира в его поместье. И, в общем, здесь немного раскрывается персонаж. Я так понимаю, у Integrity Toys у каждой почти куклы есть какая-то своя история, лор, по крайней мере, у этих охотников на вампиров точно. В общем, текста очень много. Я думаю, если я буду его сидеть сейчас переводить и вам зачитывать, это будет скучно. Я лучше перевод прикреплю или под видео в описании, или в первом комментарии закреплю, смотря куда это вместится. И кому интересна полная история, может почитать там. Ну, а вкратце, я же говорю, они охотились на вампира. Из этого текста можно немного понять, каким характером IT наделили Беллами. Он немного такой нарциссичный, вечно опаздывает, кстати, как я. И помешан на своей внешности. Его там притрушивает прахом вампира убитого, и он переживает: о нет, я типа расчесывал эти волосы, укладывал полдня. В общем, по нему видно, что он такой самовлюбленный ублюдочек. Вообще, эта карточка очень красивая и вообще круто. Его изображение, история супер. Продолжим. Здесь на скотче прикреплена его обувь в пакетике. Пока я это откладываю, все будем примерять. Так, ну что, отпускаем этого трупика. Все на ленточках, красивых белых лентах. Я не знаю, это смотрится шикарно, просто шикарно. Скажите ж. В общем, что? Ножки освобождаем, тянем за ленточку. И что? Ого, плотно завязано. Так, ноги освобождены. Кстати, что меня еще очень удивляет, это то, что, боже, упаковка просто великолепная. Здесь мешочки с вот этим наполнителем, силикогелем, чтобы не отсыревала кукла. Дырочки. В общем, боже, все продумано до мелочей. Здесь все эти ленточки. Тут, кажется, прощупывается подставочка. Продолжаем. Так, тянем за бантичек. Оп. Я не верю, что я это делаю. Я не верю. У меня, честно, сердце выскакивает. Кукла мечты у меня в руках, и я ее просто сейчас будто оскверняю. Кстати,
Когда я о нем только еще и мечтать не могла, я его поставила себе на заставку. Вот такая у меня заставка на телефоне по сей день. Блин, я не знаю, мечты надо визуализировать. Мечты сбываются, реально. Наверное, проще упаковки я еще не встречала. Боже, у меня мурашки бегут. У меня коленки трусятся. Я трогаю Bellamy Blue своими лапками. Мне страшно. Продолжаем распаковку. Я его пока отложу. Ебать, у меня реально дрожь в коленках. А чё ты такой красивый? А чё ты на меня так смотришь? Он меня из семьи пытается увести. У мужа отбить. Отвечаю, посмотрите на этот похотливый взгляд. Иди отсюда обратно в коробку. В общем-то, а здесь у нас подставочка, которая непонятно как прикреплена. Подставочка легко вынимается снизу. Подставок Integrity Toys я тоже никогда в реальности не видела. Мне все так интересно. И, боже, это мое. Так, в коробке вроде бы ничего больше нет, кроме мешочков с силикагелем. Что-то странное. Сейчас будем разбираться, как эта подставка собирается и что с ней нужно делать. Основание. Распечатываем пакетик. Он на липкой хреновине. Офигеть. Она такая тяжеленькая, не хочется ее залапать. Она, наверное, из эпоксидной смолы сделана. Тяжеленькая, увесистая, красивая, гляньте, стекляшка переливающаяся. Надпись Integrity Toys Cold Carbon. Моя прелесть. Штырек железный, который регулируется по высоте. Такой приятный звук. И пластмассовая какая-то штука. Впервые вижу такой тип подставок. Судя по всему, это прикручивается к ее верхушке, тонкому краю. Здесь резьба. Или нет? A few moments later. 2 hours later. В общем, сверху этого штырька резьба, и я накрутила сюда эту пластмассовые рога. Я не знаю, кстати, под что это должно его держать. Под мышки? Торс? Ладно, это мы разберемся. Так, а сама подставочка вставляется в дырочку. Все какое-то ходуном ходит. Мне, если честно, страшно, что оно развалится у меня в руках. Ну, в общем, вот такая у нас подставочка. Давайте продолжим распаковывать самого этого сердцееда, который со мной уже заигрывает. С волос снимаем сеточку. Боже, у него такая копна волос. Немного торчат волосинки какие-то ободранные, но ладно. И что нам остается по упаковке? Пакетики на его кистях. Ну, это можно просто стянуть. Ой. Хотела стянуть пакетик, а сняла кисть. Да, кстати, у Integrity съемные кисти, очень все просто. И у него есть сменные кисти в комплекте. Господи, только бы ничего не сломать. Мне так страшно. Мамочка моя родная. В общем, давайте его рассмотрим. Он продолжает уводить меня от мужа, отбивать, но я буду не реагировать на это. Рыжие длинные волосы, собранные в хвост. Волосы безумно приятные, боже мой, какие они приятные на ощупь, даже несмотря на то, что собраны в прическу, кудрявый хвост. Очень мало укладочного средства, и они такие мягкие и гладкие. Прическа странная, особенно спереди, вот эти вот непонятные сопли, челка-сопли, это мне не нравилось никогда. Зато я видела, как девчонки это, я не знаю, выпрямляют, вычесывают и делают ему распущенные просто
волнистые волосы, я сделаю все то же самое. Я хочу, чтобы эта копна волос у него была распущена. Но сначала я обязательно его пофоткаю вот в таком виде, а потом займусь его прической. Хотя, боже, как мне страшно. Подскажите, кто им занимался? Его волосы вообще интегрити кипятком можно поливать? Как ему выпрямлять вот эти прядочки? Если кто-то знает, напишите мне. Я так боюсь. Жаль, у меня с собой сейчас нет Кенов. Они в другом городе. Я не могу сравнить ни по росту, ни как с Кеном Маттейловским. Но одно скажу, что этот точно тяжелее. В общем, как я говорила, в лицо его я просто влюблена. Красивые брови, голубые... Голубые же. Эй, ну что ты как... Что он делает? Он меня уже за цепочки куда-то тянет. Ступней причем. Эй, ти-ти-ти. Да, голубые глаза, этот взгляд наглый, томный, плохиш. Я не знаю. Я любила мудаков, конечно, когда мне было лет 15, но этот Беллами не дает мне покоя и в 30. Веснушки на лице. Вообще не очень люблю веснушки, но ему идет. Колечко в носу, боже, это так мило, это такая детализация, оно такое маленькое серебристое колечко. Ямочка на подбородке, и эта челюха мощная. О, боже, какой он красивый. У него такое красивое лицо, что на него хочется сесть. Продолжим. У нас контент тут 18+. Кстати, у меня это указано на баннере канала. Так что, дети, уйдите отсюда. Сесть на подставку надо ему. Не на бутылку, блядь. Широкоплечий. Очень. Мужчинка. И мне кажется, высокий. Чуть позже сравню хотя бы с Барбейкой стандартной. Раскена у меня нет под рукой. На нем надета черная рубашка в цветок. Очень красиво это смотрится. Готично, романтично. Офигенно. Джинсы. Это вообще нечто. Темные джинсы, на коленях прорези. И они мега детализированные. Каждый кармашек функциональный спереди, сзади. Для ремня все петельки функциональные. Функциональная ширинка. Сверху, где пуговица, у нас крючочек. И сама молния расстегивается. Беллами. Это медосмотр. А не надо на меня так смотреть. Ты на медосмотре. Все, девчонкам показывайся и мальчишкам. Ух. Обязательно мы его сейчас будем раздевать, и он, по-моему, этого ждет больше всех на свете. Но чуть все попозже. Для начала давайте быстренько прикинем его рост. Возьмем... Или не возьмем... Охренеть просто. Это у нас Lux 23 Лина, но у меня ее зовут Корделия. Она на шпиляке огромной на платформе, и при этом она все равно ниже Беллами. То есть это такой парень, он намного выше Кенов, потому что Кен примерно одного роста с Барби, а на каблуках она зачастую выше его. А это такой парень 2 метра ростом, спокойно. В общем, офигеть. Представляю, что будет, когда я привезу его домой к своим девкам-куклам. Тут у меня временное обиталище, я на 2 города живу. Да, вся моя коллекция в другом городе. Когда я его привезу домой, все мои кукольные девчонки, по-моему, будут просто писаться кипятком, а все Кены уйдут нервно курить в угол комнаты. Не хочу никого, конечно, обидеть из них, но бляха-муха, посмотрите на этого парня. В общем, вот такой он огромный и широкоплечий, просто жесть. Мне кажется, он крупнее Кена. Вот чё я не взяла с собой ни одного, блин? Не с кем сравнить. Ну ладно. Симпатичная парочка. Кстати, забыла сказать, когда я только Беллами увидела, он мне ужасно внешне напомнил персонажа из Гарри Поттера Билла Уизли. Это брат Рона, который в банке работал. Именно в книге я его, когда читала Гарри Поттера, представляла каким-то таким. Он же неформал, длинноволосый, рыжий, в общем, ужасно веет Биллом Уизли. Я вот не знаю, как я назову его. Оставлю имя Беллами. Будет он меня Биллом, ну, не персонажем из Гарри Поттера, точно не хочу. Но, возможно, его будут звать Билл, а может быть и Беллами останется. Интересно, я вообще правильно делаю ударение? Беллами, а куда еще? Беллами? Ну, нет, думаю, Беллами. Лина, отлипни, точнее, Корделия от пацана, он мой. Продолжим рассматривать красавчика. У него нога огромная, наверное, крупнее, чем у Кена, намного. Кисти, у него же есть еще сменные.
Каждый ноготочек прорисован, каждая жилка на кистях. Это просто великолепная детализация. Это офигенно. У него такие руки музыканта. Боже, ну он идеальный. Так, поставлю его-ка я на подставочку, только понять бы. Да, как я и думала. Он хлипенько на ней держится, если пошатать, он, наверное, свалится. Как я и думала, под мышки его держит эта подставка. В общем, я его пока поставила в какую-то непонятную позу, пальцы в карманы. Но давайте будем рассматривать его аксессуарчики и постепенно ему их передавать. Давайте начнем с обуви. Офигенные ботинки-казаки из кожзама с перфорацией, вышивкой, бляхами серебристыми. Блин, это просто офигенно. А у него, интересно, сюда нога вообще нормально влезет? Они никак не расстегиваются. Так, давайте мы его тогда обуем сразу. Да, конечно, качество и детализация просто поражает. О, обувь проскочила на него. Такая массивная, огромная обувь. Но у него и ласты нормальные. Ну а шо? 2 метра рост. Так, давайте, наверное, рассмотрим, коль уже мы пошли именно по аутфиту, а не мелким аксессуарам. Они пока подождут. Давайте посмотрим кимоно. Все в отдельных пакетиках. То самое кимоно, которое по истории он забрал у мертвого старика-вампира. Боже мой! Какое качество! Оно на подкладе. Я не знаю, это похоже на натуральный шелк, но вряд ли, конечно. Но просто офигенная ткань. Гладкая, блестящая, такая приятная на ощупь. Такой шелест от нее, от подклада особенно. Черное кимоно с красным воротом, на рукавах красненькое. И подклад такой тоже, ну не красный, а темно-бордовый, красно-коричневый цвет, красивый. Под мою помаду подходит. С какими-то ромбиками, таким узором. Боже, это безумно красиво. Беллами, иди сюда. Шарниры у него в кистях, в локтях. Ну, это я немножко позже покажу. Боже, жаль, в этот обзор нельзя пустить песню из «От заката до рассвета» After Dark, которая называется так же, как наш Беллами. Она ему просто идеально подходит. Но YouTube не пропустит. На-на-на, на-на-на-на, на-на, на-на-на, на-на-на, на-на, After Dark. Боже, мне кажется, это будет как главная кукла моей коллекции. Я в таком восхищении. Боже, посмотрите, как он выглядит в этом кимоно. У меня просто нет слов. Я снимаю шляпу перед IT. Почему так красиво? Это незаконно немножечко. Продолжаем. О шляпах. Огромная шляпа. Чем-то похожа на мою. У меня здесь тоже какие-то штучки. Кстати, все, что на мне надето, я не покупала специально для обзора. Я говорю, я альтушка еще та. Я по концертикам до войны бегала вот в таких образах. Кому интересно. Итак, шляпа офигенная, красивая. И она, по-моему, из фетра. Или что это такое? Такой ворс, я не знаю, как флок или фетр, если бы я разбиралась. Ну, на замш похоже. Серебряные штукенцы с сердечками, с каким-то узором. Надо будет на камере посмотреть. Нет, это не сердечки, я не пойму, что там за узор. Это не сердечки, а крестики. Ага, шляпа крайне странно сейчас выглядит, без хвоста. С хвостом его она как-то странно сидит. Ну, в общем, она ему не садится на голову, хвост мешает. Ну и, конечно, да, это сейчас выглядит крайне странно. Когда я ему однажды распущу волосы, надеюсь, будет получше. Пока мне это не очень нравится. Ну, зато мы с ним такие теперь вдвоем в шляпах. Возьми-ка ее в руки, ну, а то ты немножко как додик. Ля, держит. Крутимся со шляпой. В общем, вот такой он у нас в своем аутфите. Ну, то есть с ним из одежды рубашка, джинсы. Кимоно это офигенное. Уже чувствую, как мадамы будут в нем рассекать
в качестве халатика. Боже, это моя кукла, и она здесь вертится, и я ее сейчас вам показываю. У меня есть маленькая грустинка, не знаю, у вас такое бывает, когда сбывается какая-то огромная мечта, даже немного грустненько становится. Я не знаю, настолько я этого хотела, как я не верю, что эта моя кукольная мечта сбылась. Спасибо вселенной. Так, что я распаковываю и не комментирую. В общем, здесь коробочка. Это было крепление, чтобы в коробке она держалась. Ну, тут тоже надпись Integrity Toys, 23 год, сделано в Китае. Выдвигаем этот коробочек из картоночки и вам первым показываю. Или нет. В общем, здесь лежат все его аксессуарчики. Все в пакетичках, все очень классное. Поехали рассматривать все это. Не знаю даже с чего начать. У нас здесь сменные кисти с татуировками. Насколько я знаю, татуировки, символы то ли албанские, то ли балканские, я забыла. В общем, эти кисти жестовые. Одна здесь под сигарету. Да, Беллами у нас курящий мужчина. Мы это, конечно же, осуждаем, но это красиво. Очки, та самая сигаретка, которую мы ему дадим. Кстати, он так долго ехал из Америки, я представляю, как ему курить хочется. Бедный и несчастный. Ну, потерпи еще, парень. Пояс с кобурой, револьвер и офигенный набор украшений. У него здесь огромный крест, у меня тоже, кстати. Колечко с черепом. Мы с ним одинаковые, конечно, он мне понравился. И черный перстень. Кстати, такой перстень у меня был один в один, но он сломался, и я его выбросила давным-давно. Ну, это бижутерия была. Камень отпал, и куда-то я это задевала. Давайте начнем, наверное, с кобуры. Распечатываем этот пакетик. Кожзамовый ремень, весь простроченный по обоим краям, бляха, застежка функциональная, все как настоящее, кобура функциональная, малюсенькая, классная, просто офигенно. И насколько ж мы помним, у него есть лямки в джинсах, чтобы этот ремень вставить. Сейчас я это и сделаю. С какой стороны должна висеть кобура? Справа. Если правша, правильно? Так, кобура должна быть у него справа, значит, мы ее вот сюда переворачиваем. Ну, хотя сейчас. Фу, народ, с этим ремнем я просто замучилась. Я, наверное, минут 20 его надевала. Вся эта реалистичность, это круто, но продеть в эти малюсенькие лямки ремень, это был ужас. Тем более сначала он был неправильно заряжен, кобура висела не с той стороны, какой надо. Я продела раз, продела два, и я замучилась. Короче, Беллами хоть как-то, но решил меня затрахать. Продолжаем дальше. Малюсенький револьвер, которым он убивает вампиров. Наверное, здесь какие-нибудь серебряные пули или чем там вампиров убивают. Дорогой Лаура, пожалуйста, закрой ушки. О, офигеть! Он металлический, тяжелый, холодный и очень детализированный. Офигенный просто. Просто супер. Почему-то нет спускового крючка. Странно, почему его не сделали. Может быть, потому что легко отломать. Очки и сигарета. Офигеть. Офигеть. Серебристые очки с красными стеклами, такими полупрозрачными, круглые, со складными дужками. Боже, это офигенно. Давайте примеряем на Беллами. Ой, ну крутой, крутой. Ничего не скажешь. У меня есть огромный вопрос. Он левша? Судя по всему, эта рука как раз-таки под револьвер. И он, получается, левша тогда. Давайте поменять ему кисти попробуем. Кисти, как я говорила, уже с татуировками. Кстати, рука для курения правая. Я не понимаю, Беллами, ответь, ты левша, правша, что с тобой происходит? Я ничего понять не могу. Меня еще с толку сбил твой ремень, который был заправлен как под левшу. Лучше бы, конечно, я это на раздетом Беллами делала, потому что реально очень скользит. Ай, господи мой. Вот такие у него вторые кисти. Проверяем. Револьвер тут. Ну, в правую руку он не станет. Сюда сигарета должна быть. В левую руку. Этой рукой он тоже может держать револьвер. И все-таки левая. А курит правой при этом. Я не понимаю. Может быть, он амбидекстер? Ну, короче, кобуру ему нужно будет перевесить таки налево, я так понимаю, раз у него только слева
крепится револьвер. Сигарету тут замотали просто на славу, чтобы она была заметна, судя по всему. Ну давай, давай. Оп. Но какой же это офигенный реквизит для фото. Я куклам крутила сигаретки из бумажек. А теперь будет нормальная сигаретка. Так, ну и что? У нас осталось, в принципе, самое такое прикольное. Ну, хотя я не знаю, у него все крутое, все аксы крутые. Но тут украшения. Крест на шею, 2 колечка. Эти украшения — это просто восторг. Они такие маленькие, детализированные. Я такого никогда не видела. Колечки для кукол. Это просто невероятно. О боже, как это красиво! Вы только посмотрите. Серебряные кольца. Одно кольцо в форме черепка с рубинами в глазах. Второе, наверное, с каким-то ониксом. Или как черный камень. Какие там есть черные камни. И серебряный огромный крест. Так, надеваем на него украшеньки. Правда, я его еще собралась раздевать для вас. Зачем я сейчас это все делаю, я не понимаю. Ну, ладно. Боже мой, впервые в жизни надеваю кукольные колечки на кукольные пальчики. Боже, ну вы посмотрите на этого беса-обольстителя рыжего. Боже, какой же он классный во всех своих аксессуарах. Ну, а теперь я хочу, конечно, мы его одели, а теперь все в обратку раздеваем, потому что я хочу посмотреть его тело, шарнирность и так далее. Так, тут у него какая-то кофточка. Это для того, чтобы не красилась рубашка, но тогда бы она закрывала, наверное, ему и грудь. Ну, в общем, вот тут еще странный такой аксессуар в виде этой кофты. Ну, Беллами ждал этого момента, да, с самого начала видео. Пощеголять перед зрителями горяком. Аполлон. Широченные плечи, бицепсы, накачанный грудак. Шарнир грудной, шарнир в плечах, в локтях, в кистях, в коленях. Шарниры не очень тугие, в коленях особенно, но форму держат прекрасно. Мне, возможно, просто непривычно, может быть, у IT они такими и должны быть. Ну, в общем, хоть это и не МТМ тело, оно очень даже подвижное. В ступнях тоже есть шарнир. Ноги разводятся в стороны. Боже, я не думала, что я буду над Беллами когда-то так издеваться. Хочу на него заказать какой-нибудь брючный костюм с пиджаком. Я думаю, будет выглядеть просто офигенно. Ой, конечно, когда я ему переделаю прическу и распущу волосы, он будет просто лев, тигр, рррр. Медосмотр окончен, вы здоровы. Подустала, подвыдохлась, конечно, наряжать его, но, я не знаю, это того стоит. Это действительно уровень, это вам не Барби, не Мотел. Даже коллекционные Барби такого качества нам не дают, к сожалению, уже давным-давно. Я даже не знаю, что сказать. Я безумно хочу его пофотографировать. Мне кажется, он реально станет главной куклой у меня. Кто бы мог подумать, что главная моя кукла будет не девчонка, а мужик. Я боюсь, что он сожрет весь мой бюджет, и я буду теперь только ему кукольные вещи покупать. А он Альфонс получается, кстати. Беллами. Он идеальный. Единственное, что мне не нравится, это его прическа. Вот эти вот косичка, дрейдики в челке. Но это я исправлю. И я в восторге. Чую, он у меня и Инстаграм уведет. Из семьи меня уведет, Инстаграм уведет. Все, капец. Огромная мечта сбылась. Я благодарна за это судьбе. Ну, в общем-то, люди, мечтайте, не теряйте надежду. Я не знаю, даже в самые фантастические мечты, то, что, кажется, никогда не исполнится, сбываются. Вот это тому доказательство. Я реально не думала, что это произойдет, да еще и так скоро. Я
От всей души желаю каждому из вас, чтобы у вас сбывались все ваши мечты. Не только кукольные хотелки, а абсолютно все. Я, конечно, не думаю, что когда-то еще поселю себе интегрити, хотя, блин, я и не думала, что у меня Беллами появится. Кто его знает, да, куда нас лихая судьбинушка занесет. Как теперь покупать Барби, скажите мне? Как после такого качества реально просто возвращаться к Барби? Не обижайтесь, мои дорогие, но, конечно, уровень чувствуется. Он стоит каждой своей копейки, я считаю. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Заранее спасибо за лайки, за комментарии. А с вами была Бульбина Долл, которую, по-моему, похищает Беллами Блу.